Бабет Дэвис в 73 года энергично, сильна и здорова. Ее кожа сияет, упругая и нигде не обвисает, а мышечная масса, как у молодой женщины. Бет приглашают на многие шоу и конференции, чтобы узнать секрет такого потрясающего вида и жизненной силы. Ее секрет не в деньгах. Бабет выросла в нищете, а первый бизнес открыла лишь в 50 лет. Ее секрет не в генетике. У нее была астма, экземы, проблемы с пищеварением. До 40 лет она сидела на наркотиках, а ее кожа была так ужасна, что Бет не могла носить открытую одежду. Были и операции по удалению фибром и грыж. Однако один случай все изменил в ее жизни. С тех пор, вот уже 30 лет, Бабет является олицетворением здоровья и дисциплины. Она живое свидетельство, что никогда не поздно начать, а правильная диета в энергии с фитнесом могут творить чудеса. И прямо сейчас мы узнаем все подробности ее диеты, как она ухаживает за кожей и как тренируется. Бабет Дэвис – шеф-повар и владелица Stuff I Eat, ресторана, специализирующегося на растительной пище. Это в Инглвуде, Калифорния. Родилась Бабет 7 декабря 1950 года, и на момент создания этого видео ей 73. Она признается, что не принимает ни одного лекарства, что является благословением и достижением, которое она приписывает своему образу жизни, включая мышление, фитнес, а также обилие сырых зеленых овощей. «Многие из моих самых близких друзей и одноклассников измотаны», – говорит Бет. «Они не могут вылезти из ванны. Они не могут легко двигаться даже с ходунками. Так не должно быть. Мы не должны принимать такие ужасные недуги, как болезни сердца, почек, диабет и слабоумие, как неизбежные только потому, что мы стареем. Мы можем добиться большего. Мы заслуживаем лучшего. Но нам нужно знать, как заботиться о себе». На частый вопрос, как должно выглядеть питание человека, который хочет быть здоровым даже в старости, она отвечает: «Я живое существо, и если я хочу получать жизнь, мне нужно есть живую пищу, а не мертвую. Это невежество, когда мы едим мертвую пищу. В супермаркетах можно увидеть разнообразие еды, но в действительности мы живем в пищевой пустыне. Сейчас очень мало живой еды, без ГМО, без обработки, добавок и свободной от биоинженерии. Посмотрите на состав колбас. Разве там есть что-то живое? Крекеры, картошка фри, пирожные. Если моя цель – прожить долгую жизнь, так почему я должна выбирать есть смерть? Нас обманули, когда дело касается нашего здоровья в целом и нашей еды в частности. Мясные и молочные лобби, мягко говоря, могущественные. Это люди, которые убедили наших родителей и наших бабушек и дедушек, что нам всем нужно есть 3 мясных блюда в день. Бекон и яйца утром, бургер на обед и большой стейк с печеным картофелем на ужин. Эта ложь сделала поколение производителей продуктов питания невероятно богатыми. И она сделала нас, общественность, больными, буквально больными до смерти. Смотря на упругое тело Бабет и сияющую кожу, многие критиканы обычно повторяют заученную мантру «Все это деньги, пластическая хирургия, генетика». На что Бет отвечает: «У меня было тяжелое детство. С 5-летнего возраста я подвергалась насилию со стороны взрослого мужчины. Моя мама работала на 3 работах, и ей некогда было воспитывать меня. Я питалась как попало и чем попало. В нашем районе были кондитерские фабрики, и я рылась в мусорных контейнерах рядом с ними и глотала все виды выброшенных конфет. Я была зависима от сахара. И это было видно. Мои зубы были в ужасном состоянии. Помимо проблем с зубами, в детстве у меня было много других недугов. Астма, экзема, боли в ушах. Позже у меня были проблемы с пищеварением. В частности, изжога, вздутие живота и боли после каждого приема пищи. Особенно после южной кухни, на которой я выросла. Моя кожа была настолько ужасной, что стыдно было ходить с открытой спиной и плечами. На коже постоянно появлялись высыпания, и я часто чувствовала себя опухшей. Я также перенесла ряд операций по удалению фибромиом и грыж. Я не осознавала, что мне нужно изменить свой образ жизни. И в этот момент появился нужный ингредиент. Я познакомилась с очаровательным мужчиной по имени Рондал Дэвис. Он был красив, подтянут и большой любитель йоги. На одном из наших первых свиданий он пригласил меня к себе на домашнюю еду. Я села за стол, и Рон поставил передо мной полную тарелку растительной еды. «Налегай», – сказал он. Я съела все.
Какая потрясающая еда! Самое удивительное, что я не чувствовала усталости, тяжести и вздутия живота после ужина. К моему удивлению, у меня не было никаких проблем с пищеварением. «Мне нужно научиться так готовить», – сказала я Рону. Он поделился огромным количеством информации о своем вегетарианском образе жизни и несколькими своими любимыми книгами. «Fit for Life» Харви и Мэрилин Даймонд и «Целебная сила бесслизистой диеты» профессора Арнольда Эрида. Тот ужин с Ронделлом стал первым днем моей новой жизни. Теперь я была вдохновлена. Больше никаких обработанных и переваренных продуктов. Я стала химиком на кухне, экспериментируя с травами, специями и другими ингредиентами, создавая блюда, которые были настолько вкусными и сытными, что я не скучаю по мясу и молочным продуктам. Рон также мотивировал меня заниматься спортом. Он стал моим надежным партнером по тренировкам. Затем, в 1992 году, мы с Роном поженились и продолжили наше совместное путешествие. С тех пор Бет избавилась от всех болезней, которые у нее были в течение 40 лет, а ее тело и кожа удивительно преобразились. В декабре 2020 года Бабет отметила свой 70-й день рождения яркой фотосессией в черном купальнике под названием «7 в 70». Изначально планировалось выложить только 2 фотографии, но близкий друг убедил Бет выпустить 7. Эти фото стали очень популярными, и ее начали приглашать на многие шоу, подкасты и конференции. Сложно поверить, что спустя 40 лет болезней, а также курения и злоупотребления кокаином, человек мог так преобразиться. В 70 лет Бабет сделала не только хорошие фото, но и доказала многим скептикам, что ее диета дает отличные результаты. Перед глазами посетителей ее ресторана она упала на пол и отжалась 70 раз, а в 72 года она отжалась 100 раз. Отжимание на грудь – это визитная карточка Бабет. Когда в ее ресторане появляются мужчины-мясоеды, которых туда на силу затащили их жены, Бабет предлагает им соревнования. Кто окажется выносливее – мужчина-мясоед или женщина на растительной диете? Разумеется, Бет всегда побеждает, доказывая, что растительная пища напрасно недооценена в обществе. Вегетарианский ресторан Stuff I Eat Бет с мужем открыли 1 июля 2008 года. Сначала все шло медленно, но за последние 9 лет бизнес вырос и пользуется популярностью. Мы никогда не делали никакой рекламы. Наши клиенты приходят по совету и становятся частью нашей семьи, вспоминает Бет. Несмотря на то, что Бабет Дэвис веган, их ресторан больше склоняется к переходной диете, так как вегетарианцев намного больше. На вопрос, есть ли у них дети, да, есть и дети, и внуки. Фото сейчас на экране. Распорядок дня. По словам Бет, каждый день она просыпается в 2-3 часа ночи, делает получасовую силовую тренировку и к 4 часам утра отправляется на работу в свой ресторан. После того, как она заканчивает приготовление пищи, она идет к своему тренеру и тренируется. После тренировки она ест более твердую пищу. Это может быть большая тарелка салата с орехами или смузи, в составе которого брокколи, сельдерей, зеленое яблоко, кайенский перец, лимонный сок. Спать она ложится рано, в 20:00. Фитнес и тренировки. Мои тренировки в основном задействуют корпус. Одна из причин – мне 73 года, и я всегда была в ужасе, когда видела, как пожилые люди падают и не могут подняться. Я никогда не хотела проходить через что-то подобное. Если я забираюсь в ванну, у меня должны быть силы, чтобы вылезти из нее. Разве не так? Сила корпуса – это все, что касается меня. И чтобы укрепить корпус, спортзал не нужен. Есть так много вещей, которые можно делать дома. Да, я посещаю фитнес-зал, но чаще всего я тренируюсь в своем гараже, который мы переоборудовали для тренировок. Я становилась в планку и устанавливала таймер. Я начинала с 30 секунд, а общее время, которое я могу продержаться в планке прямо сейчас, составляет 8 минут. Вам не обязательно делать 8 минут, но я всегда бросаю себе вызов. Также мне нравится упражнение на верхнюю часть тела с акцентом на грудь. Я практикую все имеющиеся варианты упражнений на грудь. Вы спросите, зачем? Это в первую очередь здоровье груди, стимуляция иммунитета через вилочковую железу, красивая зона декольте и округлые плечи.
Еще я люблю качать пресс и делать разные кардиотренировки, особенно бокс. Это все делает тебя подвижным и выносливым. Я просто знаю, что мне нужно двигаться. Я всегда бросаю вызов. На самый частый вопрос, как она поддерживает кожу в здоровом состоянии, Бет ответила: когда мы видим яблоко или манго, мы естественным образом начинаем выделять слюну. Глядя на упаковку сырой курицы, завернутую в пластик, мы не выделяем слюну. И если мы видим живую курицу, клюющую и ковыряющуюся во дворе, мы точно не выделяем слюну. Разве наша совершенная система пищеварения не подсказывает нам, что нужно питаться натуральной растительной пищей? Мертвые продукты, мясо, молочка и обработанные продукты засоряют организм и вызывают болезни, тогда как живые продукты очищают его. Бабет указывает на то, что человеческая слюна не содержит всех ферментов для расщепления мышечной ткани животных. Чтобы переварить животное мясо, нам приходится вначале разрушить его при высокой температуре, чтобы можно было разрезать его на куски, и только потом проглотить. О чем это говорит? Мясо, по сути, несъедобно для людей. Я люблю свежую органическую еду. Я предпочитаю немного больше жизни на моей тарелке, чем то, что мы обычно едим. Позвольте мне рассказать вам, какой мой любимый сок. Кинза, зеленые яблоки, лимон или лайм, имбирь. Я люблю много имбиря. А вот еще один. Это свекла, апельсины, ананас, имбирь и немного лимона. Я просто пью его и думаю: о, я на небесах. Комбинированные продукты – это стратегия питания, которая фокусируется на совместном употреблении определенных продуктов для оптимизации пищеварения и усвоения питательных веществ. Идея заключается в том, что разные продукты перевариваются с разной скоростью и требуют разной пищеварительной среды. Употребляя совместимые продукты вместе, вы можете улучшить эффективность пищеварения и общее состояние здоровья. Очищение организма. Бет регулярно постится и очищается соками, чтобы предотвратить болезни и поддерживать свой храм сверкающим как внутри, так и снаружи. Всякий раз, когда я чувствую, что подступает простуда, или если я не чувствую себя на 100%, я знаю, что пришло время для очищения. Также она проводит плановое очищение организма 3 раза в году только на соках. В состав ее детокс-напитка входит каенский перец, кленовый сироп, лимонный сок, немного имбиря и вода. Она делает это ровно 2 недели. Еще она практикует очищение кишечника соленой водой. На вопрос, какой вес тела правильный, Бет ответила: «У меня даже весов нет. Я просто смотрю на то, как я себя чувствую в своей одежде». Уход за кожей. При правильном растительном питании уход за кожей сводится к минимуму. Ваша кожа достаточно питается изнутри. Дополнительно я могу использовать дневной крем и принимаю добавку омега-3. Несмотря на то, что ее внешность бросает вызов ее возрасту, Бет говорит, что выглядеть молодо не ее главная цель. Она не расстраивается из-за эстетики. Вместо этого она относится к окружающим ее людям так, как она хотела бы, чтобы они относились к ней. Пережив крайне тяжелое детство, годы зависимости от наркотиков и страдая от множества проблем со здоровьем, Бабет сумела полностью изменить свою жизнь. Она является живым свидетельством, что никогда не поздно меняться. У меня есть так много причин быть благодарной за то, что я сейчас здоровее, чем было в 30, и мой образ жизни способствует поддержанию здоровья. Мое сердце наполнено любовью и признательностью за жизнь. И если это видео повлияет на вас позитивным образом и побудит вас практиковать искусство заботы о себе, я очень рада. Спасибо каждому из вас, что вы такие замечательные и сделали мой день прекрасным. Мое пожелание для всех – любите себя и ближних. Вы должны понимать свою связь со всем живым на этой земле. Бет подчеркивает, что делится своими невероятными чувствами не для того, чтобы похвастаться, но чтобы вдохновить других на изменения в образе жизни, которые позволят им чувствовать себя лучше и быть здоровее. А что вы думаете об этой женщине? Не стесняйтесь оставить комментарии.